Всем привет, это «Быть Инди». Сегодня я подготовил для вас топ-10 лучших игр за декабрь 2022 года. Надеюсь, вы обязательно найдете для себя что-то интересное. Если игра, которую вы ждали, не попала в топ, значит она на 11 месте или настолько хороша, что улетела в космос, и я побоялся ее показывать, чтобы не ослепить вас ее сиянием. В этом видео я подарю ключик от игры The Forked Road. Это история о путешествии по мертвому миру в поисках места, которое можно назвать домом. Какой путь вы выберете и сможете ли вы не потерять себя? Лебедь Enterprises — это увлекательный приключенческий экшен с уникальной визуальной стилистикой и затягивающим геймплеем. Главный герой случайным образом оказался на далекой планете, где находится полуразрушенный лагерь некогда находящихся здесь людей. Юноше не остается ничего, кроме как попытаться восстановить ее и попробовать уцелеть, ведь не вся флора и фауна рады незваному гостю. Собирайте материалы, исследуйте красочные локации и участвуйте в эпических сражениях с самыми разными противниками, раз за разом доказывая, что вы достойный соперник. Игру смело можно назвать уникальным проектом, ведь в ней сочетаются механики симулятора строительства базы, изометрического шутера и прокачка как в классических RPG. Несмотря на то, что Лебедь Enterprises находится в раннем доступе, игровой процесс уже достаточно интересен за счет большого разнообразия действий. Несмотря на то, что игра фокусирует внимание игрока на улучшении лагеря, вы свободно сможете отправиться в путешествие в попытках изучить ближайшие области и отыскать редкие материалы. Ресурсы играют одну из ключевых ролей, ведь они помогут не только восстановить разрушенный комплекс, но и изготовить различные приспособления. Улучшайте оружие, броню и не только, ведь для решения загадок понадобятся специальные вещи и артефакты. Грамотно распоряжайтесь имеющимся сырьем, ведь его количество ограничено, и с каждым днем придется отходить от базы все дальше в попытках отыскать рудники побольше. Отслеживайте состояние игрового персонажа и вовремя восстанавливайте его потребности. Восстанавливайте энергию и с началом нового дня отправляйтесь на разведку, чтобы собрать больше припасов. Самочувствие будет напрямую влиять на работоспособность, поэтому не пренебрегайте характеристиками героя и вовремя реагируйте на любые изменения. Игра заработала $42 тысячи. Дом да Винчи 3 переносит игроков в Италию эпохи Возрождения. История снова повествует о приключениях Джакомо. В этом триквеле завершается сюжет всей трилогии о путешествиях друга Леонардо да Винчи во времени. Повествование подается через кат-сцены, их можно пересматривать в журнале, записки и озвученные диалоги. Оно стартует с того места, где закончилась вторая часть, а именно с нападения бандитов на протагониста. В результате приятель легендарного изобретателя застрял в катакомбах, а его устройство Oculus Perpetua, позволяющее совершать временные скачки, разбилось. Главному персонажу необходимо починить этот гаджет. Помимо новой сюжетной линии, разработчики разнообразили способы взаимодействия с окружением. Также разработчики слегка переделали интерфейс. Дом да Винчи 3, как и две предыдущие игры, является представителем жанра Point-and-Click Adventure. Изначально проект выходил на смартфонах, после чего был портирован на ПК. Геймплей в нем линейный. Многие загадки тут состоят из нескольких более мелких пазлов. К примеру, перед решением головоломки с рычагом его сначала придется отремонтировать. Как только игрок справляется с конкретной задачей, связанные с ней объекты перестают быть интерактивными, становясь частью декораций. Сами задачки здесь разнообразные. Некоторые из них вынуждают пользователя отправиться в прошлое, чтобы повлиять на настоящее. Игрок может подбирать и использовать предметы, при этом в его инвентаре хранится мало вещей. Игра заработала $49 тысяч. View Prototype — это игра в жанре экшен и RPG, разрабатываемая Impror Game для платформы ПК. Веселая игра на выживание, в которой ваш метод нанесения урона разделен на узлы, органы. Соединяйте узлы в своем пустом дереве навыков, мозге, чтобы создавать новое и уникальное оружие, а также может образоваться неожиданная синергия. Более высокие сложности добавляют ограничения на то, какие органы могут сочетаться друг с другом. Как и в Bratata из жанра Vampire Survivors, в Bioprototype есть быстрые волны, после которых вы можете выбрать несколько улучшений. Что выделяет эту игру, так это уникальная система улучшений с элементами головоломки и позиционирования, которое вознаграждает вас за постоянное переосмысление вашей сборки. Игра заработала $8300. В Garden Galaxy вы строите и обустраиваете свой собственный персональный сад из случайных предметов, выпадающих из огромного выбора различных предметов и украшений.
Создайте свой собственный сад, собирая очаровательные предметы. Благодаря спокойной музыке и милому художественному стилю в этой очаровательной игре очень легко потерять себя и забыть о стрессах окружающего мира. Чем больше предметов вы будете находить, тем больше вы будете понимать, насколько велика свобода творчества в создании сада по своему вкусу. Вы можете играть в своем собственном темпе, уделяя время сбору коллекции предметов и обустройству сада, или не торопиться и оставить игру в фоновом режиме. Игра заработала $43 тысячи. Мелатонин – необычное аркадное приключение с элементами ритм игры. Вам предстоит сыграть за подростка и отправиться в мир снов, в котором смешались реальность, вымысел и многие узнаваемые предметы жизни. Вам предстоит решать разнообразные головоломки, соблюдать ритм происходящего и пытаться не попасть в ловушку. Для этого нужно быть внимательным, понимать, как именно осуществляется игровой процесс и на что следует обратить внимание. Уникальный художественный стиль приключения позволит вам проникнуться атмосферой приключения и понять смысл происходящего. Сны предстанут в виде сочетания самых разных узнаваемых элементов жизни. К примеру, в одном из снов нужно будет битой отбивать выскакивающие будильники, а в другом и вовсе предстоит пробежаться по различным социальным сетям. Подобных испытаний будет много, достаточно быть готовым к ним и уметь понимать, как именно решается та или иная задача. Не торопитесь, хоть это и ритм игра, у вас будет возможность оценить обстановку и добиться успеха. В игре представлены десятки разнообразных уровней, каждый из которых будет уникален по-своему. Оформление будет неизменным, а вот наполняемость и смысл тех или иных уровней позволит вам получить массу новых эмоций. Игра заработала $170 тысяч. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. Размеры антиматерии – это инкрементальная игра с несколькими уровнями разблокировки, престижа и достижений. Основная цель – достичь бесконечности и получить очки бесконечности, которые можно потратить на различные улучшения, чтобы увеличить общее производство. Размеры антиматерии изначально была создана в 2016 году компанией GavyPel как веб-игра, однако с тех пор ее разработка расширилась, теперь у нее есть несколько разработчиков и еще больше тестировщиков. В течение первых лет он обновлялся довольно часто, иногда обновления происходили с интервалом в 5 часов друг от друга, но после обновления Dilation в 2018 году GavyPel и команда начали работать над обновлением реальности. Более 4 лет спустя обновление наконец-то вышло вместе с Steam-версией игры. Бессонница – театр в голове. Короткая сюрреалистическая игра-головоломка, сфокусированная на эмоциональных переживаниях, в которой предстоит играть за девушку, изо дня в день страдающую бессонницей. Она окружена тревогой и беспокойством. Пытаясь уснуть, девушка ворочается сбоку на бок, но вместо долгожданного сна в ее голове роется еще больше мыслей. Что ж, шоу начинается. Назойливый эльф, бесчисленное количество овец, парящие предметы мебели. Причудливые драмы возникают в голове девушки одна за другой. Фантазии, появляющиеся из ниоткуда. Откуда они и куда ведут? После постоянных поисков своего внутреннего «я» и изучения причины бессонницы, девушке удается столкнуться лицом к лицу с источником этого давления на себя, преодолеть внутренние страхи и встретить, наконец, яркий рассвет. Игра заработала $30 тысяч. Цепные эхо – пошаговая ролевая игра, в которой вы не только возьмете в руки меч, но и сядете в кабину огромного робота. В мире Валандис технологии и магия идут под руку. Визуальный стиль выполнен в духе классических JRPG. Особенностью сеттинга выступает то, что драконы и летающие роботы – привычное дело в мире цепные эхо. Как во многих японских партийных играх, вам предстоит собрать группу героев. Отправившись в приключения, на вашем пути повстречается огромное количество харизматичных персонажей, множество живописных мест, а также сильные враги, с которыми предстоит сражаться посредством разнообразного оружия, магии и экипировки. Каждый персонаж в партии – индивидуальная личность с уникальными способностями. У протагониста есть глобальная цель – восстановить баланс и вернуть мир. На протяжении долгого времени идет кровопролитная война, кто враг, а кто друг, решать исключительно вам. За время путешествия герой посетят загоревшие ветром плато, экзотические архипелаги, затонувшие города, забытые подземелья. Игра заработала
700 тысяч долларов. Зельеварение – симулятор алхимика. Проработанный симулятор алхимика, главной особенностью которого является высокая вариативность, возможность создавать собственные рецепты и общаться с клиентами торговой лавки для продажи личных творений. Рисованная двухмерная графика красочно визуализирует любой процесс, происходящий во время нахождения в игре. Например, сбор ресурсов, измельчение трав в ступе, торг со странствующими купцами, либо запись нового рецепта. Над проектом трудилась небольшая группа инди-разработчиков, что захотели создать собственную песочницу, где геймер сможет отыгрывать различные роли в зависимости от желаний и потребностей постоянных покупателей, либо случайных прохожих. Все взаимодействия с разнообразными ингредиентами, листья, грибы, корни, минералы, фрукты, ягоды и так далее для будущих настоек происходит при помощи физического воздействия пользователя благодаря мышке. Это повышает степень вовлеченности в процесс и позволяет почувствовать себя настоящим средневековым алхимиком, которому приходилось постоянно возиться с варкой зелий, раздуванием углей под котлом, перемешиванием жижи и многим другим. Общение с многочисленными персонажами, что будут частенько заходить к виртуальному протеже, происходит при помощи диалогового окна с возможностью выбора вариантов ответа. Пользователь самостоятельно решает, с кем выстраивать дружеские отношения, а кому продать подделку, тем самым испортив его планы. Определившись с союзниками, геймер отправляется по их сюжетной линии, что приводит к неожиданным концовкам. Игра заработала 4 миллиона 300 тысяч долларов. Дворфийская крепость. Стратегия со сложной симуляцией открытого мира. Вы управляете расой дворфов, цель которых заключается в постройке собственной крепости. Чтобы собрать ресурсы, необходимо отправиться исследовать огромный open world. Территория генерируется случайным образом и хранят в себе множество опасностей. Не дайте своей цивилизации прийти в упадок. Механики представлены боевыми навыками, физическими свойствами материалов, болью, тошнотой, различными эффектами отравления и так далее. В мире Дворфийская крепость все элементы процедурно генерируются, включая танцы гномов и внешний вид монстров. Динамическая система погоды отслеживает ветер, влажность и воздушные массы, такие как облака, штормы и метели. Игра включает порядка 200 разнообразных ресурсов и материалов. Каждый из них находится в особых геологических зонах. Вам предстоит раздавать команды дворфам, чтобы они исследовали земли на предмет полезных ископаемых или ценных материалов. Пополняйте склад пивом и элем. Создайте оружие, чтобы отбиваться от нашествия мертвецов. Доступно два режима игры – Fortress и Adventurer. В первом необходимо заниматься постройкой собственной крепости, создавая мебель, оружие, улучшать сооружения и так далее. Во втором режиме вам предстоит выбрать расу – гномов, людей, эльфов, гоблинов или животных, чтобы отправиться в приключения по неизведанным землям. Здесь вам предстоит натыкаться на бандитские лагеря, зарабатывать репутацию героя, солдата, головореза, музыканта, исследовать территории с помощью отпечатков обуви следов, украсть сокровища из покоя мумии или башни некроманта, а также познакомиться с многочисленными персонажами. Игра заработала 8 миллионов 900 тысяч долларов. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Вот такой получился насыщенный и интересный топ. Пишите в комментариях, какая игра понравилась больше. И не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.